Рекомендую всем подписаться на мой второй канал. Добро победит зло. На этом канале я буду публиковать правду, также Писание Библии и не только. Все добрые дела будут здесь. Хочу поблагодарить своих спонсоров. Спасибо, что вы оформили спонсорство. Гэби, Лавриса. Я вам очень благодарен. Кто хочет поддержать мой канал в трудное время и не знает, как оформить спонсорство, я сделал специально отдельное видео, и где я конкретно объяснил, как делается это спонсорство. А стать спонсором вам надо всего лишь нажать на эту кнопку и выбрать подходящий для вас пакет. Призрак, я пришел с миром. Давай поговорим с тобой. О, слышали? Вроде так четко. Давай. Блин, ребята, вы не поверите, но реально залагал телефон. Смотрите, я ничего не могу тупо сделать. Вот. Смотрите. Всем привет! Добро пожаловать на аналитику моего видео, где я провел вечер в древнем склепе. Я решил там сделать эксперимент и провести сеанс ЭГФ. Этому склепу свыше 50 лет. По истории здесь похоронили одну семью. Историю склепа я расскажу вам в конце этого видео. А сейчас я вам покажу, как он выглядит. Вот он так выглядит. За что семью хоронили, я, честно говоря, пока не знаю. Как узнаю, вам скажу. Здесь и здесь были ямы. Тут уже залили бетоном. Призраков. И тут их хоронили. Вот даже надпись. Семья Качковских. Плохо видно. Там соль сейчас рассыплю. Если получится, если ветер не задует, поставлю свечи. Нет, так без них будем. Вот. Достану ЭГФ и буду пытаться с ними связаться. Склеп сам по себе небольшой, но очень много было необъяснимых моментов. Я не говорю уже про энергетику, которая нагнетала обстановку. И когда я там находился, я помню, я чувствовал себя не очень хорошо. И внутри склепа было холоднее, чем на улице. Вот я сделал круг соли. Видите? Стою уже в нем. Я пока поставил, конечно, вот такие две свечки. Я не брал большие, потому что, видите, тут такой ветер. Я даже не знаю, понадобятся эти свечки здесь или нет. Но сейчас метель. В общем, может, даже обойдемся без свечек. Сейчас предлагаю без комментариев. Проводил эксперимент по ЭГФ. Давайте посмотрим, что с этого получилось. Здесь кто-то есть? Ты можешь мне ответить?
Я пришел с миром, я хочу просто с тобой поговорить. О, слышали? Или это мне показалось? Или это показалось мне? Ладно. Как вы считаете, он реально мне ответил? На тот момент я делал эксперимент и тест ЭГФ в телефоне. Сказать досконально, что это был четкий ответ, я не могу. И на тот момент я не имел очень большого опыта для того, чтобы выходить конкретно и чисто на связь, чтобы слышать конкретные ответы, как я это делал последнее время. Все знают мои последние видео, которые я проводил сеансы ЭГФ. Там можно было услышать четкие ответы. А здесь ваше мнение? Напишите в комментариях. Это был реальный ответ? Или же это что-то было другое? Не знаю, ребята, как это работает. Я сейчас попробую по-другому сделать. Решил потестировать еще одно приложение, которое измеряет энергию потустороннего мира и передает это на телефон. Вообще, сказать честно, я не сильно верил и верю этим приложениям. Я поначалу ими пользовался, но потом перестал. Вообще, очень много необъяснимых вещей было в этом видео. И когда у меня залагал телефон, и когда были какие-то непонятные странные ответы, очень много вопросов и было очень мало ответов. Но я понял одно. Возможно, тебе эти приложения что-то и покажут. Но откуда знать, правда это или нет? Все это было заманчиво. И так как я не имел опыта, я очень этим интересовался. Здесь кто-то есть? Дай, пожалуйста, знак. Видите, какая-то маленькая активность, вообще маленькая. Даже до середины не доходит. Сказать честно, мне до сих пор очень интересно, как этот детектор работает на телефоне. Реально он что-то измеряет, или он просто рандомно показывает значение. Хотя, сказать по правде, если бы он рандомно это показывал, всегда был бы один и тот же результат. Но что самое интересное, он бывал и менялся. Давайте сейчас посмотрим пару моментов здесь в этом видео. Я это застал. Я помню, им пользовался очень долгое время. И когда-то пару раз он мне показывал все 5 значений. И начал очень сильно пищать и давать знак. Я до сих пор не знаю, насколько это приложение показывает правду. Не спорю, было мне интересно им пользоваться. А нет, это ветер. Хотя одна еще горит.
Здесь кто-то есть? Дай знак. Если здесь кто-то есть, дай знак. Я решил поставить свечи, но из-за метели и огромного ветра и стены, которые были разрушены, пропускали весь этот воздух. Я хотел дать знак потустороннего мира, что я здесь нахожусь, и, может быть, кто-то вышел бы со мной на контакт, но, увы, как вы видите, ничего из этого у меня не получилось. Я дальше продолжил тестировать ЭГФ, и там еще было несколько ответов, а потом у меня перестал вообще нормально работать телефон. Давайте сейчас понаблюдаем за дальнейшей ситуацией без комментариев. А историю этого склепа и что здесь произошло, я обязательно вам расскажу в конце этого видео. Не забывайте ставить лайки. Ну, а мы продолжаем смотреть. Ну, какие-то голоса есть, но... Я не могу разобрать, что говорит. Призрак, я пришел с миром. Давай поговорим с тобой. Скажи, ты хороший или плохой? Ты хороший или плохой? Ну, знаете, я вам скажу, что после этих вопросов, которые я задаю, чисто вот, может, я себе накручу на состояние само какое-то такое угнетающее, я вам честно скажу. То ли, может, просто такая обстановка, но как-то некомфортно здесь себя вообще чувствовать. Ладно, я попробую. АГФ особо ничего не говорит. Вот как ваше мнение? После того, как он ответил «давай», проявлений дальше я никаких не наблюдал. Возможно, это было просто неожиданно, но четких ответов, как вы заметили, довольно мало. Провел я в этом склепе около 40 минут. Я услышал всего лишь 3 четких ответа. Все остальное было просто непонятным. Как вы считаете? Возможно, на процентов 10, я думаю, он дает четкие ответы. А все остальное, лично мое мнение, не работает. Может, там кто-то и пытался со мной связаться, и у него просто нормально это не получалось. А как думаете вы? Блин, я не могу тупо. Я вообще никуда не могу. Блин, жесть. Что ты делаешь? Смотрите. Как я и вам говорил, настал момент, когда телефон перестал
работать. И непонятный был для меня факт, но я могу предположить, может быть, он начал глючить из-за холода, и плюс то, что работал ЭГФ. Или это был знак. А как думаете вы? Ура. Помню, эти звуки уже начали пугать. Призрак. Призрак, я пришел с миром. Я тебе честно говорю. О, вспышка заработала. Блин, ребята, реально. Капец, блин, вы сами свидетели, вспышка только что пропала. Тут никого нету со мной. Свет тупо пропал, и реально телефон перестал тупо этот работать. Я вот даже его перезову. Опять пропала вспышка. О, смотрите, ужас какой-то. Вообще не фурычит теперь. Жесть. Ладно, может это он замерз или я не знаю. Ребята, и вспышка пропадает. Я не знаю. Призрак, если это ты, то пошили, пожалуйста, каким-нибудь предметом. Бо из-за тебя даже телефон перестал работать. Один и второй. Я, конечно, надеялся, что, возможно, это был его знак, и сейчас он подаст еще какой-то знак, может, пошевелит предметом каким-то. Но, увы, этого не произошло. Я решил еще обойти это здание, померить детектором присутствие чего-то потустороннего. Но если я ошибаюсь, и это был не холод, то можно сказать твердо и ясно, что он себя решил так проявить, ибо этот ЭГФ вообще не работает, и он решил таким образом подавать мне знак. Честно сказать, других объяснений я здесь не вижу. На связь особо никто не выходит, но может быть, если и выходил, то это такое менее заметно, не такое, как в квартире, минимальное проявление. Поэтому буду искать новые места. Подписывайтесь, ребята, на канал. Не знаю, ребята, только хотел с вами попрощаться, но телефон вроде заработал и начал давать опять какие-то сигналы. Вот видите, уже 3. 2. Ну вот тут вот что-то в этом месте. Оно же даже чувствуется. Оно может походить вокруг склепа. Интересно. Может, здесь будет какая активность, как вы думаете? Так. Жалко, что, блин, со мной фонарь подлагивает.
Выйдите на максимальный режим. Семья Качковских, если вы здесь, дайте знать. Выйдите на максимальный режим. Семья Качковских, если вы здесь, дайте знать. Выйдите, пожалуйста, на максимальный режим. Блин, ребята, не знаю, лагает камера, капец. В общем, вы сами увидели, как работает этот детектор. Активности здесь особо никакой не было. Были пару моментов, и странно себя вели телефоны. И пару было ответов. Я все склоняюсь к тому, что это просто был холод, и телефоны из-за этого начали лагать. А ЭГФ этот, по сути, не работает. Про детектор, кстати, скажу. Возможно, он и может что-то показывать. Ибо рандома я там пока не наблюдал. Но я перестал им, конечно, пользоваться. Как набрался опыта, я уже настроил свой собственный ЭГФ, который давал мне четкие ответы. И мне эти детекторы и не нужны были. Сейчас я вам расскажу историю этого здания. А всем, кому понравилась аналитика этого видео, поставьте палец вверх, подпишитесь на канал и напишите ваше мнение в комментариях. Спасибо всем за просмотр. Петр Еразмович Качковский, видный киевский хирург, был приват-доцентом университета СВ Владимира. В апреле 1909 года Качковский рискнул с повышенной температурой поехать в тюрьму, где провел операцию. Вернувшись в свою лечебницу, где была и его квартира, он почувствовал себя все худо и слег. 2 дня спустя захворевший врач начал жаловаться на боли в паховой области. Коллеги констатировали повышенный лейкоцитоз. Подозрения на грыжу или лимфатическое заболевание не подтвердились, а больной чувствовал себя все хуже. Собрался консилиум из 1,5 десятка лучших медиков, которые предположили аппендицит, осложненный тазовым нагноением. Качковского уложили на операционный стол, сделали разрез в области правой подушной впадины с нарезанием брюшины, но патологии там не оказалось. Растерявшиеся врачи наложили швы на брюшину и провели разрез левой подвздошной впадины, однако и там ничего подозрительного не было. На следующий день началась агония, и несчастный хирург скончался. Попросту говоря, человек заболел гриппом, а врачи выбросили у него аппендицит, провели ненужную операцию и в результате вызвали воспаление брюшины и смерть. Качковский — это было 2 брата, один из которых был великий врач и хирург, который сам же и умер от какой-то неизвестной болезни. Брат его скончался совсем молодым и недостопримечательным, а дырки — это следы перезахоронения Качковских. Вот почему на связь таки никто не вышел, потому что их перехоронили. С вами был канал Искатель Призраков. До новых встреч. Рекомендую всем подписаться на мой второй канал. Добро победит зло. На этом канале я буду публиковать правду, также Писание Библии и не только. Все добрые дела будут здесь.